Всем привет! Меня зовут Оля, и это Хэппик ТВ. В сегодняшнем обзоре мы рассмотрим 3 новые модульные коляски премиального сегмента: Jules Day Plus, Cybex Priam 3 и Bugaboo Fox 2. Итак, поехали! В первую очередь поговорим о люльках, потому что именно эту часть коляски мы всегда используем в первую очередь. А что нас интересует в люльке больше всего, это ее размер. Насколько долго мы сможем ее использовать и как хорошо ребенок в любое время года, в любой одежде сможет туда поместиться. Для того, чтобы определить размер люльки, мы решили вытащить 3 матрасика и просто сравнить их между собой. Все 3 матрасика по длине оказались одинаковыми, а вот матрас из коляски Jules Day Plus оказался немного шире конкурентов. Что касается самих матрасиков, то в коляске Cybex Priam 3 он несколько помягче, чем в Jules Day Plus и в Bugaboo Fox 2. Насколько это полезнее, неизвестно, потому что считается, что младенец все-таки должен лежать на жестком ортопедическом матрасике или жесткой ортопедической поверхности. Что касается матрасика в коляске Jules Day Plus, кроме того, что он жесткий, он с эффектом памяти, то есть принимает форму тела и потом медленно возвращается. Получается, что это самый ортопедически правильный вариант. А в коляске Bugaboo Fox 2 просто матрасик показался несколько жестковат. Теперь поговорим о материалах внутри люльки. Полностью натуральный хлопок в коляске Cybex Priam 3. Натуральные также материалы используются в коляске Jules Day Plus. И материалы, которые, честно скажу, лично мне не понравились, в коляске Bugaboo Fox 2. Обивка люльки изнутри из такого синтетического тянущегося материала, и сам матрасик сверху покрыт флисом. Насколько я знаю, дети на флисе могут сильно потеть в жаркое время года, и лично мне поэтому это понравилось не очень. Что касается капюшонов, то во всех 3 колясках они объемные. Самый гигантский капюшон оказался в коляске Bugaboo Fox 2. Он открывается с помощью застежки молнии и расширяется до самой люльки. В Jules и Cybex капюшоны примерно одинакового размера, они расширяются с помощью козырька. В каждой из 3 колясок в капюшоне есть сеточка для проветривания, в этом они похожи. Чем отличается Cybex от конкурентов, это тем, что чтобы сложить капюшон, нужно нажать на 2 кнопки внутри него. Мне показалось, что это не очень удобно. Еще один момент, который мы можем обнаружить у Cybex и у Jules, это сеточка для проветривания на бортике люльки или смотровое окошко, как угодно. В Bugaboo Fox такой опции нет. Хочу обратить внимание на то, что Jules уже давно делают коляски с такой функцией, а для Cybex это первый опыт. У всех 3 колясок на дне люльки есть специальные ножки. Они нужны для того, чтобы, когда вы снимаете люльку с шасси, ставите на землю, она не запачкалась. Что касается самого снятия люльки с шасси, то во всех 3 вариантах оно типичное, идентичное. Нужно нажать на 2 кнопки по очереди и затем снять люльку с шасси. В Cybex и Bugaboo это делается несколько легче, чуть-чуть. Когда вы снимаете люльку с шасси, в Bugaboo и в Jules вы берете ее стандартно за бампер. В Cybex специальная ручка на капюшоне. Для меня это немного сложнее и нетипично. Люлька висит немного ниже, и, может быть, в связи с моим ростом мне так неудобно. Что касается веса, каждая люлька весит примерно одинаково, до 5 килограмм. Единственное, Cybex люлька мне показалась немного тяжелее, может быть, из-за того, что она, в принципе, как-то шире и объемнее. Вот мне ее было держать чуть-чуть неудобнее, чем 2 остальные. Важный момент – высота от пола. Почему это важно? Потому что, когда ребенок маленький, и вы катаете его в люльке, вы очень часто его берете, достаете, он заплакал, захотел поесть, захотел на ручки. Это очень частое движение, и у мам из-за этого иногда болит спина. Так вот, чем люлька выше от пола, тем это движение легче. Самая высокая люлька у коляски Jules. Вот лично мне практически не приходится наклоняться, чтобы достать до ее дна. Чуть пониже к полу расположена люлька у коляски Cybex и самая низкая люлька от пола у коляски Bugaboo. У Bugaboo всегда люльки очень низкие, это, можно сказать, фишка этого бренда, но
Не знаю, почему они так делают, но вот они так делают. Фишечки маленькие. У Бугабу на бортике люльки спереди есть карманы. Я такого раньше не встречала. И самый огонь, на мой взгляд, Джулс сделали карман прямо на крышке люльки. Кто катал коляски когда-нибудь, тот знает, что вот этот вот сверху покрывашка, и вы вечно на нее кидаете ключи, либо телефон, либо что-то. И тут они именно в этом месте сделали карман. Это очень круто. Во всех 3 люльках дно сделано из дерева. Это премиум-класс, и, конечно, тут нет никакого пластика. Отличительная особенность Cybex в том, что внутренний материал бортика можно снять на молнии и постирать. С одной стороны, это плюс, с другой стороны, он очень толстый, и из-за этого значительно уменьшает внутренний объем люльки. Итак, переходим к прогулочным блокам. Сразу хочу сказать, осталось за кадром, как мы переставляли люльки, меняли их на прогулки. Так вот, больше всего времени мы потратили на коляску Бугабу. Вначале, что объединяет эти 3 коляски? Реверсивный способ установки прогулочного блока. Это значит, что вы можете его поставить и лицом к маме, и лицом к миру. Далее, 5-точечные ремни безопасности с мягкими накладками. В Cybex они немножечко по-другому, об этом попозже скажу. И бампер. Во всех 3 колясках его можно отстегнуть и с той, и с другой стороны, и он крутится, отгибается, удобный. По типам прогулочных блоков в Cybex это классический тип. Это значит, что и спина, и ноги ребенка лежат прямо в горизонтальном положении. В Бугабу и в Джулсе тип прогулочного блока гамак. Что это значит? Это значит, что спина также лежит ровно, а ноги в горизонтальном положении согнуты в коленях. Это скорее мое мнение из разряда интуиции, у меня нет обоснования научного, но что я могу сказать, что когда колени чуть присогнуты, это напоминает позу эмбриона, и мне кажется, что такое положение, оно более физиологически правильное. Плюс выглядит просто более эстетично, потому что когда ребенок постарше, например, 3,5 года, а ведь прогулочный блок мы можем использовать до 4. То есть рост ребенка примерно 104 сантиметра. И вот вы везете на шасси 104 сантиметра, прогулочный блок будет в полностью разложенном состоянии очень сильно выпирать за шасси, и просто даже управлять коляской, мне кажется, не так просто и смотрится не очень красиво. Во всех колясках сиденье прогулочного блока можно зафиксировать в нескольких положениях. В Бугабу 3 положения, в Джулсе 3 положения, и Cybex нам предлагает 4 положения в спинке. Чтобы это сделать, нужно нажать на кнопку, которая находится на спинке. То есть вы делаете это одной рукой, вторая рука свободна, и просто выбираете нужное положение. В Cybex есть интересная фишка, когда вы регулируете спинку по высоте, сиденье двигается назад и вперед, и за счет этого вес ребенка распределяется равномерно, и поэтому вам будет легче ей управлять. Подножки. Сразу скажу, что у Бугабу Fox 2 подножка не регулируется, а у Jules и Cybex регулируется, но совершенно по-разному. И у Jules, и у Cybex регулировка в 3 положениях, но у Cybex вы подножку опускаете и поднимаете, то есть, в принципе, это интересно только в той ситуации, когда ребенок уснул, и вы за счет нее удлиняете спальное место, когда она поднята наверх. У Jules вы регулируете подножку по длине ног ребенка, то есть, когда он сидит, вы подстраиваете ее под ноги, чтобы он мог, сидя, упираться, чтобы ноги не болтались. То есть, регулировка в 3 положениях, но функция разная. Максимальный вес ребенка, который готов выдержать Cybex, это 17 килограмм, а Jules и Бугабу выдержат малыша 22 килограмм весом. На колясках Jules и Бугабу есть на спинке прогулочных блоков карманы, в которые можно запихать всякие мелочи, кошельки, телефоны, ключи. У Бугабу нет такой опции. В Cybex и Бугабу есть специальное расширение в капюшоне, которое действует за счет застежки молнии. Расстегиваете, открывается, капюшон становится большим. В Cybex там еще прячется клапан, который закрывает сетку, то есть еще можно функцию проветривания использовать. В Jules капюшон расширяется за счет козырька, но он достаточно большой, и, собственно, большего и не нужно. Каждая из 3 колясок 5-точечные ремни безопасности с мягкими накладками. Единственное, в Cybex немножечко другая система. Для того, чтобы ребенка туда посадить, нужно будет руки продеть, как в такие петли.
похожи как на рюкзак, то есть они не отстегиваются. Габариты прогулочных блоков вы сейчас можете увидеть на экране. Корзины у всех 3 колясок достаточно большие. У Bugaboo она самая простая, она никак не регулируется. У коляски Jules вы можете отогнуть корзину, одну ее часть, чтобы туда загрузить какие-то крупногабаритные предметы. У Cybex корзина регулируется по объему. Вы ее можете сделать побольше или поменьше по мере необходимости. У всех 3 колясок колеса не надувные, то есть они не проколятся. Амортизация очень хорошая у Jules и у Cybex. У Bugaboo похуже амортизация, но самые большие колеса у коляски Bugaboo. Тем не менее, они чуть-чуть побольше, чем у 2 других, то есть разница на самом деле не критичная. У всех 3 колясок удобная кнопка блокировки задних колес. То есть вы ставите коляску на тормоз, не испачкав носок обуви. Это классно. Передние колеса также блокируются у всех 3 колясок, но у Cybex это сделано не совсем удобно, потому что нужно делать это руками, то есть нужно нагнуться и, возможно, испачкать руки. У Bugaboo и Jules все это делается удобно также ногой. Колеса блокируются передние для того, чтобы удобнее по пересеченной местности возить коляску. Отрегулировать ручку по высоте можно во всех 3 колясках, но делается это по-разному. Например, у Bugaboo, чтобы поднять или опустить ручку, вам сначала нужно отстегнуть защелку с правой стороны ручки, потом с левой стороны, и тогда вы можете ее отрегулировать. Надо сказать, что делается это с не очень приятным тарахтением. И потом, когда вы поставили ручку в нужное положение, вам опять нужно проделать всю ту же комбинацию с отстегиванием и застегиванием защелок. Самая удобная регулировка, наверное, у коляски Cybex, потому что это делается одной рукой, нажатием на кнопку, которая находится непосредственно на ручке. Чтобы отрегулировать положение в Jules, нужно нажать на 2 такие возвращающиеся клавиши, которые находятся с правой и с левой стороны. Делается это удобно, но тем не менее все-таки вам придется задействовать обе руки. У колясок Bugaboo и Cybex есть интересная функция. Это двухколесное положение. Что это значит? Это значит, что вы немного подскладываете коляску, то есть складываете передние шасси и везете ее только лишь на больших задних колесах. Это положение чрезвычайно удобно, когда вам нужно поднять или спустить коляску по лестнице или провести ее по сложной пересеченной местности. Самое простое складывание у коляски Cybex это можно сделать просто одной рукой. Jules и Bugaboo тоже складываются достаточно легко, просто складываете вначале ручку, а затем подгибаете шасси, и все, коляска сложена. Все 3 коляски складываются вместе с прогулочным блоком, это удобно. Вот он вес колясок, как вы видите, Bugaboo самая легкая. Один из важных параметров, который вам будет интересен при выборе коляски, это ширина шасси. Почему это важно? Потому что коляска, конечно, не стоит дома, а вы с ней ходите на улицу и в разные места. То есть вы ее будете вывозить из квартиры, завозить, может быть, в лифт или спускать там по лестнице, по какой-нибудь узкой, вывозить из парадной, завозить обратно. Или, может быть, вам понадобится когда-то поставить ее на балкон, чтобы ребенок там погулял без вас, или в магазине будет узкая дверь. В общем, это прямо must, вот это вот знание, какой ширины у вас шасси. Итак, в Jules, как вы видите, шасси поуже, и если вы уже заранее знаете, что у вас могут возникнуть проблемы подобного рода, то, конечно, нужно выбрать сторону Jules, потому что 2 другие коляски немножечко пошире. В каждой из колясок доступны несколько вариантов дизайна. Например, в Cybex Priam 3 вы можете выбрать 4 варианта шасси и 5 вариантов ткани, и, соответственно, скомбинировать это по вашему желанию. В Jules Day Plus можно выбрать 7 вариантов расцветок, плюс есть креативная коллекция Taylor, это разноцветные бамперы и козырьки к ним. Вы можете посмотреть на нее в нашем обзоре с выставки детских товаров из Кёльна, мы там показывали их. И в коляске Bugaboo вы можете выбрать 2 варианта шасси и 8 вариантов расцветки обивки, соответственно, можете все это скомбинировать между собой на ваш вкус. Еще забыла сказать про офигенную фишку у Jules. Они сделали настоящие фары на коляске. Во-первых, это выглядит очень круто и стильно, а во-вторых, это действительно обеспечивает хорошую безопасность, потому что, ну, как известно, в некоторых регионах нашей страны достаточно большую часть года на улице темно, а вас будет вместе с коляской заметно издалека. Фары расположены на шасси, сзади и спереди, работают они от батарейки.
Материалы, которые используются в отделке колясок, в целом во всех колясках хорошие. Единственное, меня смутило немного Cybex, потому что материал на ощупь значительно тоньше, чем у Bugaboo и Joules. И такое ощущение, что он промокаемый, что ли, какой-то, не знаю, очень скользкий. В общем, мне он понравился меньше. У Bugaboo хороший материал, плотный, такой матовый, и у Joules он именно в этой версии улучшенный, слегка бархатистый, очень приятный на ощупь. Стандартная комплектация для Joules – это только коляска. Вместе с Cybex вы получите дождевик и адаптеры для автокресла, и в Bugaboo дождевик. Также, конечно, в каждом бренде вы можете докупить необходимые аксессуары, стандартные подстаканники, дождевики, москитные сетки, держатели для смартфонов и тому подобное. Из интересного, Cybex зимой можно поставить на лыжи, есть такой аксессуар, а у Joules есть летнее сиденье и защитный экран, который скроет ребенка полностью от посторонних взглядов. Один из важных параметров при выборе коляски – это, конечно же, цена. Итак, сразу скажу, что это информация на май 2020 года. Средняя цена на Cybex Priam 3 – 107 тысяч рублей, Bugaboo Fox 2 – 95 тысяч рублей и Joules Day Plus – 80-85 тысяч рублей. Хочется подвести небольшой итог по всем трем коляскам. Я просто выскажу свое мнение. Я считаю, что Bugaboo и Joules находятся примерно на одном уровне по исполнению, по дизайну, по функционалу, по удобству и, конечно же, цена. Меньше всего лично мне понравилась коляска Cybex. Почему? С одной стороны, по функционалу она даже в чем-то выигрывает у двух конкурентов, но она сделана как будто бы не очень аккуратно, не минималистично, очень много каких-то деталей, которые отвлекают. Больше всего в Cybex мне не понравилась ткань. Она тонкая, она блестящая, и все это приводит к тому, что она дешевит весь внешний облик коляски. По итогу, все три коляски качественные, поэтому выбор, конечно же, остается за вами. Мы вам постарались только что показать их и плюсы, и минусы, и какие-то особенности, постарались сделать это максимально честно. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока!